Ребятки, салам алейкум, как говорится, приветствуем вас в Саудовской Аравии. Это одна из самых необычных стран в мире. Всего 3 года назад сюда туристам попасть было невозможно, только если вы не мусульманин. Это первый интересный факт из 25 интересных фактов об этой стране. Вот еще кое-что интересное. Фантастический город Неом, о котором мы писали в нашем телеграм-канале, ссылочка внизу, рекомендуем подписаться. Так вот, он тоже строится здесь, в Саудовской Аравии. Далее, местные жители устраивают конкурсы красоты среди верблюдов. Хозяину самого красивого животного достается приз – более 50 миллионов долларов. Бензин в Саудовской Аравии, так пишут в интернете, стоит почти в 2 раза дешевле воды. И четвертый факт касательно нашего обзора. В Саудовской Аравии нет НДС и налога с продаж, а значит iPhone, который продается вот здесь, в торговом центре, возможно, будет дешевле. А так как виза сейчас в Саудовскую Аравию делается буквально в 2 клика онлайн в течение часа, а также сюда, сюда, еще сюда. Билеты с авиасейлс до Саудовской Аравии тоже покупаются в 2 клика и стоят очень даже недорого. Возможно, стоит приехать сюда и попробовать сэкономить. Вдруг поедете как турист, вот торговый центр, которых здесь много, iPhone, и не только iPhone, можно будет купить дешевле. Сейчас проверим, что к чему, и начнем мы со стоимости бензина. Меня этот факт больше всего интересует. Заправка вот там, пойдем прогуляемся. И вот уже начинается квест. Мы находимся в городе Эр-Рияд. Кстати, иностранное произношение просто Рияд, а вот русскоязычное Эр-Рияд. Так вот, город, скажем так, слабо приспособлен для передвижения на общественном транспорте, которого здесь практически нет. Ни одного автобуса. Ты только сказал, и маршрутка поехала. И что касается пешеходных переходов. Вот на всем протяжении вот этом, на всем, нет пешеходных переходов. Переходим прямо так, аккуратненько, очень аккуратненько. Смотри, какая крутая эстакада. Фоточки в стиле Интерстеллар, как сейчас в Китае с тем мостом можно делать. Красиво. Песок в Эр-Рияде и Саудовской Аравии просто, Кирилл, осторожно, повсюду. Но что самое смешное, Саудовская Аравия покупает песок из Австралии, потому что это специальный строительный песок. И вот для строительства всего того, что резко начали строить в Саудовской Аравии, нужен строительный песок, именно строительный, из Австралии. Такой прикол. Хотя у них тут есть своя пустыня. Бегом! Ух ты! Смотри, этот забор спонсирует компания Pepsi. Это не реклама. Я думал, только в Москве такое любят на МКАДе. В Саудовской Аравии такое тоже встречается. Итак, внимание, момент истины. Сколько там написано? 25 курс? 25, по-моему? 91 у них тут есть. Это что за бензин такой? Это типа между 89 и 92 нашим. О, смотри, телефон можно зарядить. Или это для электромобилей зарядка. И где? 2,1. А 95 стоит 2,33. Ребяшки, не верьте всему, что пишут в интернете. Начнем традиционно с Apple Store. Тут нет фирменных магазинов Apple, но есть официальные реселлеры Apple. Находится он в том торговом центре, откуда мы начали. И пока идем обратно, несколько интересных фактов о Саудовской Аравии. Итак, ребятки, королевство Саудовская Аравия, крупнейшее государство на Аравийском полуострове, основано 23 сентября 1932 года, но арабские племена кочевали по этим территориям еще 4 или даже больше тысяч лет назад, то есть 2 век до нашей эры. Площадь 2 миллиона 149 тысяч. Классика. А вы думали, вот Саудовская Аравия, тут все на Гелендвагенах? Нифига. Вот основной автопарк вот перед вами. Так вот, 2 миллиона 149 тысяч 690 километров. Знаете, сколько водной поверхности на территории Саудовской Аравии? 0. Ровно 0%. Но море, вернее, заливы. Красное море слева и справа типа залива есть с обеих сторон, поэтому с водой тут вроде как проблем нет. Большую часть территории Саудовской Аравии занимают пустыни и полупустыни, которые заселены кочующими бедуинскими племенами. Это типа как в Дюне. А у них телефоны есть? А? С айфонами, но на верблюдах. Доставка. Hunger Station. Такси. Kia K5. А как вот туда попасть? Видишь, вот этот участок, он отсутствует. И светофор не работает. Ну давай попробуем, перейдем.
Так вот, у Саудовской Аравии, откуда, собственно, пошел миф про дешевый бензин, но, может, когда-то он тут был дешевый, у Саудовской Аравии колоссальные запасы нефти. Одно время страна была номер 1 по экспорту нефти в мире, 2015 год. Экспорт нефти сегодня, ну, если опять же верить тому, что пишут в интернете, там плюс-минус, составляет 95% всего экспорта страны и 75% дохода страны. А интересно, откуда берутся 25 других процентов? У них 75% мы читали дохода от нефти, а остальные 25%. Финики. Пойдем искать финики. Правда? Официальный язык арабский, столица Эр-Рияд. Ну, по-английски просто Рияд, в котором мы сейчас находимся. Идем. Вот и что, какие наши действия? Переходим. О! Про мост глупости в Питере слышал? Объект пройден. И вот еще, ребятки, очень интересный факт. 38% страны – это трудовые мигранты. 38% страны. Это люди, которые приехали сюда и просто работают. Еще один интересный факт. Пишут, что в Саудовской Аравии в магазинах одежды нет примерочных. Женщины идут домой, примеряют, если что-то не понравилось, возвращают. Что не вижу ни одного бренда знакомого. Декатлон. Где Декатлон? Зара. Декатлон. О, да, смотри, Zara, Starbucks, нет, все есть. Levi's. 429 реалов. Hello. Can I ask a question? Do you have fitting rooms? You have? Inside? Yeah? Ready? Oh, yeah. Oh, nice. Because I read in the internet that in Riyadh there are no fitting rooms in the stores. That's not true, right? Okay, thank you. Полная фигня вообще. Едешь в Саудовскую Аравию, читаешь какие-то факты. Причем этот факт был написан на очень даже известном сайте. И вот про примерочные там было, про бензин там было написано. Все фигня. Pull&Bear. Вот, я тут кофту как-то раз покупал. Ну вот толстовочка почем? 219. 179. Ну, чуть дешевле. 4600 за джинсы. Не, дорого. Вот он. Алеф. Или Алеф, правильно называется. Официальный реселлер Apple. Вот ситуация с айфонами самая интересная. Hello? I've heard that there is no tax. Yeah, there is. In this. Oh, there is tax here. Yeah. Oh, wow. It's 15%. 15%? Oh, can I make a tax refund in the airport if I fly? Yes, I guess, yeah, but you will have to give them the receipt. The receipt. So this is the final price with tax or without tax? With tax. With tax. Yeah. Так, ребятки, 15 iPhone стоит 3579 реалов, 128 гигов. iPhone 15 Pro Max 5479 за 256 гигабайт. Where did you study English? Your English is so good. I didn't study English, to be honest. It's self-learning. Like- I finished my school, Here? yeah, Uh-huh. and before college, I started watching movies and doing stuff like that. So you studied by yourself? Yeah. Oh, wow. What do you think about the opening of the country like 3 years ago? Is it good for the country? Yeah, Yeah. of course it is. But 5 years ago, did you have Apple Store here? This store? Could you buy an iPhone 5 years ago? So the situation was the same, like all the brands, Yeah, it's the same. Pepsi and... Yeah, I started having iPhone from iPhone 4. Oh, wow! It's not original, right? No, those are the originals. But still... Those are third-party companies. that one... It's 249. 249 реалов. Pretty expensive, pretty expensive. You can buy Xiaomi phone for that one. Exactly, yeah. So the prices of the cases, Yeah. not the original one, starts from 80 to 80, yeah, the lowest to- price. Yeah, the lowest price to 20. Looks like original, almost, almost. Almost, yeah. Made in Sweden. Sweden. Sweden, nice. Thank you once again. Thank you. Это что, Victoria's Secret? Так всегда интересно смотрится. Покупательницы стоят. Еще 3 года назад можно было только вот так ходить в Саудовской Аравии. Тут бац, Victoria's Secret открылся. Интересно. Давайте в Зару зайдем. 429 за пиджак, я надеюсь, с брюками. Фиг там. Кофтец какой-то, самый простой, тоже 179. Рубашка заровская, женская, 229 реалов. Сделано в Камбодже, 299. Белый пиджак стоит 429. Это явно не в рублях. Вот приятная кофточка такая, 229. Вот такая ситуация с ценами.
Кроссовочки 920 реалов. Угу-гу. Ну вот такие женские простые. 575 реалов. Вот кеды Adidas, ну уж самые простые. 379 реалов. Итак, вызываем такси, ехать 25 минут. Тут работают многие приложения, знакомые, в том числе Uber. Есть Uber X, есть Uber Black, Uber Comfort, Uber XL. Давай самый простой вызовем. Вот такси. Это Toyota 4Runner, Toyota Rush, Lexus подъехал. Это, видимо, Uber Black. Мне нужно 55 секунд, ребятки, 55 секунд. Это явно Uber Black. 55 секунд. О, конструктор мотоцикл 405 рублей. О, хлебопечка импортная 4900 рублей. О, комод дубовый 2657 рублей. Ребятки, на маркетплейсе Озон с 11 июня по 2 июля стартует распродажа. А знаете почему? У Озон день рождения 26 лет. Обещают грандиозный выбор и праздничную выгоду. Миллионы скидок до 80% на многое. Одежду, электронику, все для дома и не только. А еще у Озон всегда удобная доставка в пункты выдачи заказов или прямо до двери. А при заказе одежды и обуви в ПВЗ заказ можно платить после примерки. С 11 июня по 2 июля однозначно рекомендуем. О, кроксы за 1500. Оригинал. Продолжаем. О, прикол. К нам приедет та же самая Toyota Rush, он только успел отъехать, причем это самый простой Uber. Ну, за 35 реалов и 25 минут ехать недурно. Hi, how are you doing today? Really good? Nice. Excuse me, can I ask you a question? Where are you from? Are you local? Me? Yes. I'm Saudi Arabia. Local. Yep. Do you like to work as a taxi driver? Yep. How much do you earn a month, like approximately? Money? Yes. About 7,000. 7,000. Yep, 8,000 riyal Saudi. Is it a good salary for a month? Yep, it's good. How do you live in summer here? It's 50 degrees, right? Maybe more. Yes. Maybe more. In Riyadh, yes, maybe more. What do you do? Like sit at home, watch TV? Yes, that. Like every day? Yep. How do you spend your time in summer? Like go outside or? No, I can't go outside. It's impossible? Yep. Physically? Yes. Just stay in the building. Always? My car, yes, always. Air conditioning, right? Yes. We should try summer in Saudi. Oh, you should try winter in Russia. It's the same 50, but minus. Not plus, but minus. In some regions, not everywhere. Place called Yakutia in Russia. Yakutia is minus 50. All right. This is a Panorama Mall, right? Yep. Yeah. All right. So we're good to go? Yep. Oh, nice. Do you like Toyota? Yes, I like it. Yeah. What do you think of Chinese cars, China cars? No, it's bad. Bad? Yes. Why? It's only plastic. Only plastic. All right. Have a good day, sir. Thank you. What is your name? Haytham. Very nice to meet you. Thank you. Excuse me, sir. Where is gate number 3? Gate number 3. If you go inside, like through, Yes, go inside, go direct. just straight. Yes, right. Thank you. All right. Этот супермаркет входит в топ-3 торговых центров в Рияде. Там первый и второй, честно говоря, не сильно отличаются. Это на 3-м месте. Много иностранцев. Много. И не только иностранцев. Тут побогаче. Это мы видели в Дубае. Где золотые айфоны, там же золотые айфоны продавались. 24-каратное золото iPhone 13 Pro 512 гигов 12500 дирхам. Это прям классный магаз. Тут книги, сувениры. Не реклама, просто приятный магазин. Айфончики тут тоже есть. iPhone 15 Pro. 128 гигов 4699. Все мерцает, чувак. А тут 50 Гц или 60? Во, 60 Гц. Американская система. Что, сломал уже что-то? А, кто-то сувениры забрал, да? Не, говорят, что в Саудовской Аравии брать чужое тут сразу минус одна рука. Но на все эти вопросы нам сейчас, я надеюсь, ответит Мария, которая живет в Саудовской Аравии. Мы ее ищем. Где-то она здесь. Терранова. Я, будучи студентом, на 2-м курсе в Терранове джинсы покупал. На Тверской.
рублей за 700, но сейчас уже таких цен нет. Geox, это у нас продается Asics. Классные кроссовки. 579. 919. И вообще, сколько нужно зарабатывать, чтобы кроссовки в Asics покупать? Мне кажется, что это Мария. Не в черном. Как называется их фирменная одежда? Вот эта вот? Абая. Абая? Да, абая. Но я в узбекском халате. Мы прям сразу работаем. Ребятушки, так, петлю давай. Так, ребятушки, с нами сегодня Мария. Мария, здрасте, еще. На ты можно, да? Давай на ты, Маша. Маша, очень приятно. Мне тоже. Вкратце о себе. Меня зовут Маша, я живу на две страны на самом деле. В Бельгии и Саудовской Аравии. Нифига себе. Вот. Ну, потому что я работаю в Бельгии, а здесь я отдыхаю душой. Ну, в общем, так получилось по семейным обстоятельствам. Но вообще в Саудовской Аравии я знаю эту страну уже 10 лет, как минимум, в том плане, что я первый раз сюда приехала 10 лет назад. И это Туристом? была совсем другая страна. Нет, мы сюда переехали жить по работе мужем. А сложно было это сделать? Это Тут же- было сделать очень сложно, потому что туристов сюда не пускали совсем. Сейчас можно приехать как туристу, за 5 минут сделать визу. Да. Тогда здесь пускали только паломников, либо тех, кто здесь работал. Мой муж, например, не муссульманин, он приехал по работе. И его пустили? Его пустили, конечно, мы сделали визу, и потом 4 месяца делали мне визу, чтобы к нему приехать, Ого. семейную. Я так понимаю, что 4-5 лет назад вот так вот ходить проблемно было. Да, 10 лет назад так вообще нельзя было ходить. То есть все ходили в абаях, здесь еще была религиозная полиция в то время. Они подходили к женщинам, просили их закрыть абаи, просили некоторых покрыть головы. Хотя не мусульманкам всегда можно было ходить без платка. Ага. Это заблуждение, что здесь нужно было всем покрываться. Всегда можно было? Да, не Вот. мусульманкам. Я ходила без платка 10 лет назад. Мы видели магазин Victoria's Secret. Да. 10 лет назад он был? Был. Вот прям Он так же был. работал, спокойно? Да, конечно. Единственное, что, может быть, не было манекенов с витринами. Раньше не пускали мужчин, то есть нужно было только женщине можно было магазин. зайти. Да, да. И не было примерочных, кстати. Вот, раньше. с этого мы начали, а сейчас везде они есть. Да, сейчас в большинстве магазинах есть примерочные. У меня тут несколько фактов, Давай. вернее, даже много фактов. Минимальная зарплата в стране не регулируется, но по статистике средний оклад составляет 7339 реалов. Если ты, например, уборщик, да, дворник, Да. будем их так называть, конечно, у тебя будет очень минимальная зарплата. Ты Меньше, будешь чем вот это вот? Я думаю, что да. Но если ты экспат из Европы, из Америки, у тебя Да. паспорт европейский или американский, то, конечно, там совсем другие зарплаты, да. В Саудовской Аравии воровство до сих пор карается отсечением кисти руки. Да. Есть целая семья палачей, ну и до сих пор смертная казнь есть, в общем-то. Ну, Да. раньше это были публичные казни на определенной площади. Мне кажется, пару лет они этого уже не делают, то есть смертная казнь Всего до сих пару лет. пор есть, да, но они просто не публичные. То есть лет 5 назад тут устраивали Да, по шариату, отрубанием головы. для гадалок и колдунов смертная казнь. Да, здесь даже Гарри Поттер был запрещен одно время, потому что он колдовал. Еще пару фактов. Летоисчисление в Саудовской Аравии ведется по исламскому лунному календарю. Да. Сейчас у нас 1438 Да, год. приветики. А так, в продуктовый зайдем? Давай. Посмотрим, что местные кушают. Если не секрет, ты кем работаешь? И муж вот здесь Ну, кем я работает? работаю в Брюсселе, в банке. Вот, А поэтому скрам-мастером, agile. У меня есть команда из 10 программистов, Ух и ты. мы разработаем приложение для серьезный самого человек. крупного банка. Ну вот поэтому я не спешу сюда как-то переезжать, пока мне вроде нравится своя жизнь в Брюсселе. Но муж здесь у тебя поэтому- постоянно работает? Муж здесь, А он, если не в секрет? футболе. Он работает в академии футбольной. Я просто читал, что Саудовская Аравия одна из самых сильных на Ближнем Востоке футбольных женских команд. Совсем недавно появились, пару лет назад. Женщинам даже раньше нельзя было на стадионы заходить. Было запрещено. Мне было всегда очень жалко, особенно саудовских мам, у которых много мальчиков, Да. сыновей, и они ходят, тренируются, но им нельзя даже посмотреть, как их дети тренируются. Сейчас стало можно. Здесь футбол просто сейчас очень сильно развивается. Если вы знаете, Роналду и прочие суперзвезды приезжают сюда, и Точно, они точно. хотят не только приглашать звезд, они хотят еще и выращивать своих игроков хороших. Да. Поэтому детский футбол тоже развивается. О, знакомые все бренды? Да. А что из арабского есть вот фирменного? Капса и манди. Это два таких блюда. Ну, они очень похожи, на самом деле. Это рис с мясом, скажем, плов. Только там большими кусками курицы или мяса. А ты откуда родом? Я из России, Пермь. Не тянет? Тянет, конечно. Я всегда с удовольствием приезжаю. Каждое лето стараюсь. Каждое лето в Пермь гоняешь? Ну да. Ну смотри, здесь куча разного сыра, например. Да, на самом деле в Очень магазине много. есть вот буквально все. Да. И все халяль. Тут одних оливок. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 35-95 за килограмм. Как на такси прокатиться? О, No, you cannot. Alright, no problem. Alright, alright. Окей.
Так, жалко. Пойдем? 5,95 килограмм бананов видно. Кстати, здесь можно найти молоко верблюжье. Сейчас я его здесь не вижу, но иногда бывает с всякими вкусами. Клубничные, с финиками шоколадные. Очень Они, вкусно. как в Казахстане лошадей кушают, едят верблюдов? Верблюдов едят, да. Прям, у меня Да. есть люди. Но это такой торжественный, как бы. Серьезно, даже вот. Да, ну то есть не каждый день это могут себе позволить, какую-то свадьбу, например, могут. Причем они не любят местных верблюдов, они любят откуда-нибудь из Австралии, потому что местные они такие суховатые. Суховатый верблюд, что-то у тебя, Михалыч, давай из Австралии стоите. Снять здесь квартиру. Сложно, потому что очень много экспатов приезжает в последнее время. Страна открывается, много рабочих мест, особенно высококвалифицированных сотрудников приглашают сюда. Они же приезжают семьями, и где-то нужно найти жилье. Страна не была на это рассчитана. Сколько стоит двушечка в месяц? 50 метров, если нашел. Это очень зависит от места, где ты живешь. В компауне будет одна цена, а если ты будешь снимать в городе, будет чуть дешевле, потому что там не будет всех этих бассейнов и прочего. Да. Грубо говоря, так в среднем это будет примерно 100 тысяч саудовских реалов в год. Без мебели. А что ты думаешь, там в Пермь вернуться? Вообще мысль мелькала такая? Я очень люблю Пермь. У меня там живут родители, у меня там друзья. Я с удовольствием. Я приезжаю туда, конечно, сейчас в гости. Да. У меня жизнь в другой части света, но да, я не против. Почему? Ну, то есть, если есть те условия, чтобы перевести семью и там поддерживать тот же уровень жизни, конечно. А по поводу работы, стоит ли сюда рассматривать? Роналду переехал? Да, стоит. Причем у меня здесь есть девчонки знакомые, которые переехали из России одни. То есть не замужем, приехали сюда по работе. Здесь всем нравится работать, потому что здесь хорошая зарплата, здесь нет налогов. То есть все, что ты заработал, остается у тебя. О, интересно. В отличие, например, от Европы, где Сколько у вас? 40% я плачу. Если сравнивать с тем, что было 5 лет назад, сейчас уже почти как в Дубае. А в Дубае мы знаем вообще, все нормально, все спокойно. Да. Я думаю, что да. Если ты действительно понимаешь, что ты здесь делаешь, ты помнишь, в какой ты стране находишься, и ты не переходишь границы, да, здесь очень комфортно жить. У тебя на канале много разных советов полезных. У меня очень маленький канал. Но очень полезный канал. Спасибо. Очень нишевый, очень полезный. Если, девочки, вы соберетесь в Саудовскую Аравию туристом или не туристом, вот, пожалуйста, ссылочка внизу, однозначно рекомендую. Спасибо тебе большое. Спасибо, Ким. Рада быть познакомиться. Ссылка внизу. Ребятушки, Лего, вот хотели выйти из торгового центра, но, во-первых, увидели вот такое. Это все детское развлечение здесь. Макдональдс вот есть, кинотеатр и детское развлечение. Банкомат вот есть. Вывод денег снять. Мы даже еще не видели, как вместо деньги выглядит. Оба-на! Смотри. Вжих, и Гарри Поттер, да, появился. Раньше за такое, а сейчас Молния Маквин. 159 реалов. Корвет 749. Лего Техник 239. Вот как недорого. Маленький наборчик стоит 60. Ой, я такой не видел, у меня такого нет. И вот такой маленький есть офигенный, 49. Прикольный. Молот Тора он даже продается. Нигде нас, ну, кроме там охраны в супермаркете, но это у них там процедуры, не говорили, нельзя снимать. Во всех магазинах здрасте, и все. Круто. Джарир Букстор. Там и книги, и гаджет, и Xiaomi есть. Сколько тут добра. iPhone 13 есть. 2589 за 128 гигов. AirPods Pro 1049. Во! Первый уголок Xiaomi, вообще первое упоминание Xiaomi в Саудовской Аравии, которое мы видели. Тут называется не Xiaomi, а Sia, смотри. Sia 13 Pro 2499 реалов. 1699 Note 13 Pro. Самый недорогой Redmi Note 13 8256. Hello? Do you have iPhone 15? Yes, sure, we have. Used, right? Used? No. It's new. Everything is new. Yeah. Do you know anything about tax refund in the airport if I go to another country from this price? Okay, let me ask about this. All right. 5979 реалов. 15 Pro. 512 гигов. Такой все, смотри. Unfortunately, no. We don't. No have this. tax. Yeah. All right. Thank you. You're welcome. Это похоже на какой-то универмаг советский, вот эти цвета, все эти стойки. Телек Xiaomi 1299. Давайте тачки посмотрим. Есть магазин винтажных автомобилей, раритетных, классных. Поехали.
О, смотри, Джили. Во, проехал. Красота какая. В одном кадре у нас Lexus новенький, FJ Cruiser и Defender. Опа, магазин Икеа, такой маленький магазинчик. Тут есть два больших гипермаркета Икеа, но вот часы работы с субботы по четверг с 10 до 12 и... подожди, и Friday. С 10 до 12 он работает, и с 4 4 утра. вечера, PM это вечер, до 12 ночи. До ночи он работает. Четверг, пятница. В смысле, почему он открыт? Что-то я вообще не понял. Hello, are you open? Sorry, I can't understand your working time. So, like every day from Saturday to Thursday, you open at 10 in the morning and then close at Yes, and 12 a.m. a.m. And then, but now it's Just Friday and 4 and 30 a.m. 12 a.m. till the night. Yeah. Yeah, understood. Nice. Все понятно. У Икеи вообще все нормально. С временем работы они работают нормально. Смотри, какая штука есть. LED фонарь за 139. Мальм комод 445. Thank you so much. Они работают с 10 утра до 12 ночи. Без обеда. Так, пока стопе. Идем в метро. Ребятки, знакомьтесь, это новый хардкорный внедорожник Паладин от бренда Otting, на котором вам будет комфортно поехать летом на море или в любое другое время года на охоту или на рыбалку. И вот почему. Паладин создан на платформе японского Nissan Terra. У машины полный привод, а также 3 блокировки дифференциалов и клиренс 215 мм. Под капотом турбодвигатель 218 лошадиных сил. Mitsubishi. Кстати, раньше такие показатели выдавали 4-литровые двигатели, а это современный 2-литровый, а значит оптимальный расход топлива. В отличие от Nissan Terra, для Паладина создали 100% новый салон. Пахнет вкусно. Современный дизайн и новая мультимедиа-система. А еще до 1 июля 2024 года проходит акция Паладин Deluxe Tour. Каждый, кто пройдет официальный тест-драйв, получит возможность... Да, с кнопки. Так вот, получит возможность выиграть отдых в Сочи на новом Паладине, причем машина будет ждать вас уже в аэропорту. Все подробности по ссылке в описании. Продолжаем. Шли к метро, а оно еще не достроено. Вон, видите, там станция красная накрыта. На карте уже отмечено, на Google картах. Но то, что она еще не достроена, не отмечено. Идем пешком. Вот это здание, то самое, на всех картинках. Вон там впереди торчит. На открывашку похоже. 31 минута пешком. Потому что трафик вот такой, и на машине ехать может быть даже дольше, чем идти пешком. Квартиры саудовские, обычные. Вот мусорка. Вот какая-то штука торчит. Паркуется тоже по-разному здесь. Hello. How are you, brother? Good, good, very good. YouTuber? You? How are you? Центрее не бывает. Вот это здание, мне кажется, уже символ Саудовской Аравии. Вот оно, ощущение, когда ты в Рияде заходишь в помещение с улицы. Ага, тут побогаче. Чем кормят? Наверное, пиццы съедим, беспроигрышный вариант. Ой, ребятки, наконец-то весь день на ногах. Перекусим, увидимся. Ух, ребяшки, перекусили на славу. Lexus ES, 530 метров, где-то он рядом. Это самое дорогое такси, которое тут есть. Lexus ES, а в Дубае это такси стандарт эконом. How are you doing? Hi, good. Are you? You want to take us a picture? No problem. Where are you from? Chile. Where? Chile. Chile, nice. Yes, bro. Guys, From Moscow, from Russia. Moscow, Russia. Yes, sounds good. Spasibo. Yes, Spasibo. perfect, perfect. Riyadh so far? Interesting, Very interesting. right? It's like a growing Dubai. Yes. Exactly. Yes, we need to come here like in 3 or 4 years when the subway will be open, when all the Yeah. construction will be finished. You're gonna notice the difference in 4 years. Yes, just the beginning of Dubai right now Exactly, here. exactly. Yes. Ого, вау! Красивый. Но опять же, в Дубае вот это эконом стандарт.
Good to go. Едем в салон Toyota. Посмотрим цены на тачки. Мне кажется, здесь Toyota просто обязана быть дешевле. Thank you. Салон Toyota. Он не закрыт, чувак. Это занавески, чтобы не светило солнце. Вот это расписание. То, о чем я тебе говорю. С 8 до 12 они работают, а потом продолжают с 4 до 9. С 12 до 4 стоп. Так сейчас 3 вообще-то. Там новый краун стоит. Is that for YouTube? Yes, for YouTube. Do you here to buy a new car? Yeah. Which one? Toyota? GR86. Do you like to drive fast? It's not fast. It's pretty fast. For draft. For drift? Yeah, drift. Are you like a sports guy? Yeah. No. Professional? I just want to use it in Riyadh. It's cheap. What do you think of Chinese cars, China cars? Some of my friends use it, but he said no, don't take it. Why? Because it's new in Saudi Arabia, just 2 years ago. Spare parts and all the stuff? Yeah. Alright, gotcha. But in future, maybe, right? Maybe. We'll see. Yeah. Maybe, we'll see. Can I invite you? We have here cafes. Cafe? Yeah. Oh, thank you so much. Today at night. Do you Today? do shisha? No. You know shisha? No. Do you smoke? No smoke? No smoke. But we have dessert and cafes. Coffee. Yeah, we know. But thank you so much. We'll make a walk around and be back, okay? Thank you. One Toyota plate. Которая? Вот эта машина, вот эта машина. Ну, ждем. 25 минут, все правда оказалось. До 4 у них там отдых. По поводу общественного транспорта, мы так на нем сегодня не покатались, потому что автобусы ходят очень редко. Ну, на них на самом деле мало кто ездит, они там почти всегда мы видели полупустые. Но тем не менее инфраструктура под автобусы. А где только что показывала? Вот только что было, да. А вот. Остановки классно сделаны. В Якутии такие нужны, только наоборот, теплые. Это с кондиционером. Вот. Ой, как тут хорошо. Смотри, всем кондеем кондей. Смотри, какая штука висит. 18 мест, и можно купить билетик. И клево, что с кнопки сделано, потому что если тут покупаешь билетик, чтобы под сенсором не маячить, чтобы они туда-сюда не открывались, только с кнопки. Apple Pay есть, можно картой оплатить, можно английский включить. Мы шли в Макдональдс, ребяшка, Макдак через дорогу. У саудовцев как-то проблема с поворотами. Ровно 80, кроме шуток, 80% столбов. Вот, раз, два, вон там два, вот там вообще отрезали, потому что все уже порвали, погнули. Все вот такие. Вон еще один. Тут тоже что-то какие-то были маневры не самые удачные. Мусора что-то много, вот это расстраивает. Вот куда ни идем, везде что-то доваляется. Ну, глянь, что это такое вообще? Центр города. Паркуюсь как хочу. Осторожно, так, не свались в яму. Приятный Макдак, новенький, чистенький. Кранчи, Макс Спайси, Чикер есть, Спайси. У нас такого не было. Гранд Халапеньо, вот эта вкусная штука. Бостон Донат. Биг Тейсти, 22 реала стоит. Биг Мак, 17 реалов. Квартер Паундер, у них не Royal Cheese, чувак. А еще знаешь, как в Париже четвертьфунтовый с сыром называют? И как же тогда? Вот так, рояль с сыром. Рояль с сыром? А вот Макдак тут тоже есть. Yes, YouTube. How much do you make for every month? How much do you earn? You? 2000? 2000. Not much, right? Where are you from? From Bangladesh. Bangladesh. Yes, nice country. Ребятки, 2000, а говорили 7300 средняя зарплата. Apple Watch, между прочим, это самые дорогие Apple Watch. На 3 минуты раньше. Приятно. А где наш друг, который Джара покупал? А он уже сидит и покупает. Это новый Crown. Excuse me, where can we see the price? Price, how much? Есть Toyota какая-то Innova. Все на арабском, только характеристики.
Toyota Corolla Cross есть? Есть такая машина? Почему не закрыты все? Странно как-то. Тут самое дорогое, что есть, это Highlander 2023 года. Вот такая ситуация с ценами. Поехали в X-Cars. Там интереснее. Поехали? Поехали. All right. We good to go. No. Burj Al Hajj? No. Stop. Wait, We good. wait. Stop. Good. No. What? Why? X-Cars. X-Cars? This one. X-Cars? Yes. Go. Thank you. Что это было? Чувак, я стою... В смысле? Что это такое? Как это так вообще? А это Джимми, Сузуки. Заходим. Вау. Алло? 68 год, 950 тысяч вот за это. Смотри, все открыто, в отличие от Тойоты. Налетай, торопись. Покупай! Живопись! Ну сколько раньше стоит? 910 тысяч. Мы нашли. Обалдеть! Ты посмотри. 300 тысяч. Это Бугатти. 270 тысяч 2010 года, 56 тысяч пробега. Мерседесик стоит. За 130 тысяч. 89 год, 100 тысяч пробега. Вот аппарат. Ух, прям аж дыхание. Смотри, сколько интересного. Астон Мартин Лагонда. Она же новая у них такая вышла. А это старая. Вот классная машина. 85-85. 66 года. Сколько всего классного. Детская машинка продается. Это ж Continental GT Price. Right, yeah. This one. All right. This is mileage. Kilometers. Good. Bentley Continental GT. 2014 год, 30 тысяч пробега. С 2014 года за 10 лет машина проехала всего 30 тысяч. Ценник 255 тысяч. Поршик 154 тысячи стоит, 109 тысяч пробега. Ну, ребятки, какие впечатления от Саудовской Аравии? Пока что, как нам показалось, это такой хороший Дубай и на хороших минималках. Этап, на котором находится страна и город прямо сейчас, это вот где-то вот здесь, вот туда. Здесь много разных самородков, жемчужин. Это природа, это необычные места. Все, что вокруг, пока может показаться где-то местами не очень примечательно, да. Но в стране уже много мест. Если вы знаете конкретные адреса, вроде вот этого гаража или вот таких вот природных разных необычных достопримечательностей, есть куда поехать, есть что посмотреть. Огромное спасибо, что посмотрели. Постарались вам показать максимум, на что у нас хватило времени. У нас был всего один день в Эр-Рияде, а по-английски просто Рияд. Ждем ваши комментарии. Многие из вас уже были в Саудовской Аравии, многие из вас много что знают и найдут, чем наш обзор дополнить в комментариях. Ждем ваши комментарии. Привет из Эр-Рияда. Увидимся. Пока. Понравилась тебе эта тачка, да?